Следующий вопрос от Индры, который просит помочь разобраться в событиях, связанных с саммитом в Стамбуле. Кстати, он поздравляет Россию с таким успехом, соединением двух параллельных процессов в одно русло. Присутствие Макрона и Меркель – это капитуляция Европы и признание, что без России проблему беженцев уже нельзя решить? Или последняя отчаянная попытка изменить направление процесса урегулирования в Сирии? Здесь сразу несколько процессов. И преимущественно то, что подвигает Францию и Германию, лидеров Евросоюза, к такому направлению, это благодаря в том числе и отмене запрета на ракеты средней и меньшей дальности, который осуществил Трамп. То есть все, полем боя, травой на поле боя никто не хочет быть. Надо как-то выкручиваться. А что предлагает Путин? А что-то мы давненько в нормандском формате-то не собирались. А у нас вот он, очаг, который разожгли на Украине американцы. Война, которая может к вам перекинуться. Будем решать или не будем? Будем решать. А как мы это будем решать? Связаны события на Украине с событиями в Сирии? Связаны. А как? Ну, хотя бы потому, что и там главное действующее лицо – это Соединенные Штаты, которые и там развязывают войну против Европы. Украина – это война, перекидывающаяся на Россию и на Европу. Сирия – это поток миграционный, который захлестывает Европу. И там все это организовали Соединенные Штаты. Ведь ИГИЛ, вот можно говорить что угодно на камеры, но любой занимающий, имеющий отношение к спецслужбам, прекрасно знает, что нет ни одной террористической организации, которая бы работала сама по себе, вне кураторства какой-то конкретной государственной спецслужбы. Ну нет такой. Перекрой финансовые потоки этой организации, банковские счета, наликом не натаскаешься. И ведрами ты нефть не перегонишь. Тебе нужно для этого танкеры и трубопроводы. Все это можно сделать только тогда, когда за спиной террористической организации стоят государства. И управление этой террористической организацией осуществляется посредством государственных механизмов. И то, что ИГИЛ является иррегулярной армией США, теперь впрямую обсуждаются везде. Даже Трамп заявлял о том, что ИГИЛ создали Обама и Клинтон. Это прямое признание. А дальше что происходит? Вот встретились они в Стамбуле. И Путин говорит, а вот за последние 1,5-2 месяца мы сбили порядка полусотни беспилотников, которые пытались атаковать нашу базу в Хмеймим. А буквально за пару дней до саммита наше Министерство обороны сделало официальное заявление и заявили, что во время атаки, которую сделали беспилотники 6 января текущего года, тогда было 13 беспилотников атаковали нашу авиабазу в Хмеймим, 7 было сбито, 6 перехватили управление, посадили. Так вот, эта атака была осуществлена при помощи управления беспилотниками с американского разведывательного самолета «Посейдон-8». Американцы осуществляли прямую атаку на нашу авиабазу. Это к вопросу о том, как протекают настоящие-то войны. Многое о том, что именно американцы стояли вот за этой атакой, было сказано тогда же в январе. Их показывали, эти беспилотники, рассказывали, где и как можно. Не было только напрямую сказано.
теперь сказали напрямую, и непосредственно перед саммитом в Стамбуле, который будет решать, а что же делать в этом регионе. И здесь ситуация очень интересная выстраивается. В Турции совсем недавно произошло очень интересное событие, кровавое. Был убит саудовский журналист Хашкаджи. В чем примечательность этого события? Примечательность заключается в следующем, что у него был вид на жительство в Соединенных Штатах, и соответственно этому ему не требовалось за получением бумаги лететь в Турцию. Он эту мог бумагу получить в консульстве, в любом консульстве в Саудовской Аравии. Когда там говорят, что вот у него будущая жена турчанка, так вот ему пришлось и поэтому лететь, ну так тогда извините, давайте отменим всю почту, телефон. У нас существуют различные, вот, ну скажем, вот у нас в стране есть многофункциональные центры, которые позволяют, находясь в одном месте, решить проблему в другом месте. Консульства для того и созданы. Не у каждого есть возможность куда-то там полететь. Консульство предоставляет эти услуги здесь и сейчас. Если требовалось ее посещение, так она бы могла сходить сама в консульство и решить все эти вопросы без него. Но ее даже не пригласили. Зачем нужно было тогда в консульство в Турции лететь? Только для одной цели – убить. Это прекрасно понимали и в Соединенных Штатах, и в Саудовской Аравии. Но убить на территории Соединенных Штатов – это еще раз подрубить устойчивость управления и самого, которое проводит Трамп, и самого Трампа. Подрубить устойчивость управления, которое проводят глобальщики. А в целях глобальщиков как раз есть другое. И вот благодаря этому другому и была выбрана Турция. То есть, что происходит? Мы знаем о том, что главными действующими лицами со стороны антитеррористической коалиции, воюющей против ИГИЛ в Сирии, являются три государства. Это Сирия, это Иран, Турция и Россия. Турция совершенно случайным образом, вероятностно предопределенным, надо сказать, оказалась в лице, вот в этом объединении. Будучи покровителем террористических организаций, воюющих в Сирии против законного правительства, и будучи территорией, по которой поставляется оружие террористам, выводится нефть, обеспечивается через турецкие порты, уходит нефть, через трубопроводы по Турции идет эта нефть. Она была изначально союзником Соединенных Штатов в войне против Сирии. Потому что, повторю, Турция должна была выполнить роль примерно Третьего рейха, принести войну в Европу и после этого быть ликвидированной. А потом приходит Иран и наводит порядок. Но вмешательство России в сирийскую проблему этот план порушило. Вот. Он и так-то уже на бровях был. Но порушила окончательно. И тогда встал вопрос о том, что Турцию надо стабилизировать. Это одна задача. Вторая задача – продолжать слив Саудовской Аравии. Пока Саудовская Аравия не будет полностью дискредитирована, и ее в арабском мире, в мусульманском, отторгнут, Саудовскую Аравию, Иран не сможет стать центром концентрации мира традиционного вот этого ислама, сложившегося в мире, реально существующего. Саудовскую Аравию нужно ликвидировать, убрать. И вот здесь актором, главным действующим лицом выступает Турция.
она от этого убийства Хашкаджи главное выигрышное лицо. Оно становится партнером по переговорам, равным, как все другие игроки на этой арене. Саудовская Аравия, она дискредитируется следующим образом. Она ведет войну в Йемене, постепенно отторжение, особенно в исламском мире, на основе этого идет. А чтобы Европу напрячь, нужно было, чтобы внешний игрок показал, что Саудовской Аравии дело-то иметь, в общем-то, проблематично. Вот пока они там рубили у себя головы, все было нормально. И здесь-то вот как бы получается как? Какое дело всему миру до того, что произошло на территории Саудовской Аравии? Консульство – это территория Саудовской Аравии. Убили гражданина Саудовской Аравии. Ну там их сколько поубивали различными способами. И принцев поубивали, вот, когда из них деньги там выжимали, или там государственный переворот. Да мало ли, рубят головы на площадях, и ничего не происходит. А для того нужно было, чтобы Турция стала партнером во внешнеполитической деятельности. Вот пока ее отторгали, а здесь она главная, она защищает европейские ценности, она формируется уже совершенно в другом виде, выступает для Европы. Она раскрывает это дикое преступление и все прочее, и она становится партнером по решению многих проблем для Европы. И отсюда вот этот саммит. То есть нужно решить проблему, как, чтобы не состоялась война в Европе, а война может прийти в Европу двумя способами. Первый способ через Украину, второй через миграцию. Первый способ решается через нормандский формат, второй без Турции ты его не сделаешь. Значит, для того, чтобы эту ситуацию решить, тебе нужно самому укрепить Эрдогана. Вот за убийство этого журналиста, эту задачу укрепления Эрдогана, делая его рукопожатным для Европы, осуществляет полностью. И что делает Путин? Использует обстоятельства для достижения субъективных целей. Он объединяет два этих формата и становится ключевой фигурой. Так что все нормально. Без России, чего бы там кто захотел, ничего сделать не может. Но Путин тем самым собирает управление миром с надгосударственного уровня. И это событие в Стамбуле, совмещение разных форматов под одним целям с единственным надгосударственным управлением в лице России и государя России Путина состоялось по полной программе. Вот до этого, повторю, вот так вот явно мы не выступали с надгосударственного уровня. Мы всегда представлялись на уровне президента, то есть главы одного из государств. Теперь же мы являемся с надгосударственного уровня. Мы объединяем процессы, мы объединяем форматы.